Новые меры против Суперлиги в Италии. Барселоне нужен опорник. Хетафи хочет выкупить Гринвуда. Льярис в МЛС. Анчелотти остается в Реале. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана надеется отсрочить свой приезд в сборную Камеруна для участия в Кубке Африканских наций. Камерунцы стартуют на турнире матчем против Гвинеи 15 января, однако на 9 января у них запланирована товарищеская игра против Замбии. По информации ESPN, Онана надеется пропустить указанный товарищеский матч, чтобы сыграть за Юнайтед в поединке третьего раунда Кубка Англии против Уигана 8 января. В данный момент голкипер ведет соответствующие переговоры с Федерацией футбола Камеруна. Андре настроен максимально сократить время своего отсутствия. Барселону ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке. Согласно подсчетам Коуп, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фейерплей. Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне Блаугранне необходимо высвободить почти 20 миллионов евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 миллионов евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Либера. В ином случае придется ограничиться временной регистрацией Роки на 6 месяцев, которая возможна благодаря травме Хавбека Гави. Леонардо Бонуччи не сможет поиграть за Рому. Как сообщает Коррера делла Спорт, римский клуб не станет подписывать защитника Униона, несмотря на договоренность с агентом игрока. В качестве основной причины называется нежелание владельца итальянской команды Дэна Фридкина тратить в сумме около 2 миллионов евро на футболиста, которому в 2024 году исполнится 37 лет. Летом Барселона надеется подписать Дугласа Луиса. По сведениям Диарио Спорт, каталонцы хотят укрепить позицию опорного полузащитника за счет игрока, который станет ключевым в ближайшие годы, а не будет лишь временным решением проблемы. Хавбек Астон Виллы рассматривается как приоритетный вариант. Спортивный директор Блауграны Деку считает, что бразилец идеально подходит команде, и за последние месяцы уже несколько раз летал в Англию на матче Луиса. Утверждается, что рыночная стоимость полузащитника 60 миллионов евро, но Астон Вилла может запросить до 100 миллионов, учитывая высокий спрос. Итальянские футбольные клубы будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон серии А, сообщает Calcio e Finanza. Ранее о своей приверженности позиции УЕФА заявили Федерация футбола Италии, Немецкая футбольная лига и Профессиональная футбольная лига Франции, а правительство Великобритании сообщило, что запретит клубам английской премьер-лиги участвовать в подобных соревнованиях. По информации источника, Федерация футбола Италии одобрила новый документ о лицензировании клубов на предстоящий сезон, в котором указано, что до 4 июня 2024 года должно быть соблюдено условие неучастия клубов в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, не признанными ФИФА, УЕФА и Федерацией футбола Италии. В связи с участием команда может получить отказ в лицензировании и не будет допущена до следующего розыгрыша национального чемпионата. Президент Хетафи Анхель Торрес сообщил, что его клуб уже обсуждает постоянный трансфер нападающего Мейсона Гринвуда из Манчестер Юнайтед. Игрок отлично освоился в испанском футболе, забив 5 голов в 14 матчах, и местная пресса уже вовсю сватает англичанина в более серьезные клубы Ла Лиги, включая Реал и Барсу. Однако Хетафи не теряет надежд выкупить Гринвуда, даже если следующим летом будет вынужден перепродать его. Переговоры с Юнайтед уже стартовали. Несколько дней назад у нас состоялась видеоконференция. Парень супер счастлив здесь. Сейчас он уехал туда, в Англию, к своей семье. Они знают, что мы заинтересованы сохранить его на следующий год. И я думаю, мы на правильном пути, цитирует Торреса Daily Mirror.
Защитник лондонского Вест Хэма Тила Керрер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport. Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере немецкого футболиста проявляет столичная Рома. Руководство римского клуба хочет подписать этого игрока в январское трансферное окно. Тила защищает цвета молотобойцев с лета 22-го. Трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. Угольярис близок к переходу в Лос-Анджелес из Тоттенхэма. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Переход согласован, сообщает ESPN. Контракт Льяриса, который ни разу не сыграл за Тоттенхэм в этом сезоне, рассчитан до лета 24-го. Вероятно, Уго перейдет в Лос-Анджелес бесплатно. Льярис играет за Тоттенхэм с 2012-го. Летом он отказался от перехода в Лацио, Ниццу и клубы из Саудовской Аравии. Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским Реалом до 30 июня 2026 года. Об этом королевский клуб сообщил на своем официальном сайте. Анчелотти возглавил Реал летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из Эвертона. За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в Парме, Ювентусе, Милане, Челси, ПСЖ, Баварии и Наполи. По данным сайта Tutto Mercato Web, Ювентус все больше разочаровывается позицией Тоттенхэма по хавбеку Пьеру Эмилию Хёйбергу. Футболист будет доступен в январе для трансфера, но шпоры отпустят полузащитника только за 30 миллионов евро или в аренду с обязательством выкупа. Игрок сборной Дании стремится обеспечить себе больше игрового времени, но англичане хотят подписать ему замену, прежде чем отпустить его из-за большого количества травм в команде Ангелса Постегаглу. Барселоне интересен Алeix Гарсия. По информации Жерара Ромеро, полузащитник Жироны является приоритетной трансферной целью Блауграны на зимнее трансферное окно. Барселона ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит Жироне одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что игрок нравится Хави. Кроме того, в Барсе хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем. В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. В ПСЖ не ждут, что Кильян Мбаппе захочет сменить клуб зимой. Сейчас команда не находится под давлением и не планирует рассматривать предложение о трансфере нападающего, а Мбаппе неоднократно давал понять, что хочет провести этот сезон в ПСЖ. С финансовой точки зрения клуб готов к тому, что Мбаппе уйдет бесплатно, но в клубе не исключают, что форвард продлит контракт, пишет журналист Бен Джейкобс. Кильян может продлить контракт как для того, чтобы остаться, так и для того, чтобы его продали. Но на случай бесплатного ухода, по данным источника, он принял на себя определенные финансовые обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери ПСЖ. Это позволяет клубу сохранять спокойствие, вне зависимости от решения Мбаппе. Сейчас игрок сконцентрирован на футболе. Источники постоянно дают понять, что окончательное решение о будущем Мбаппе примет по итогам второй части сезона.